Всем привет! В сегодняшнем видео вас ждет противник пятой недели Лета Боли – Веном. Но вы, возможно, спросите, что пятая неделя, а где же четвертая неделя? Но если коротко, мне было впадлу пилить видосик по противнику, который снимается в одну специальную атаку. Но вернемся к нашей пятой неделе. В этот раз противник Веном, который имеет специальный усилок, который скидывает с Венома все негативные эффекты, каждый раз, когда вы сбиваете его с ног. При этом, если Веном сбрасывает меньше 6 ослаблений, вашему персонажу наносится прямой урон в размере 50% от атаки Венома. А учитывая, что у Венома атака конская, дамаг прилетит мама не горюй. Но если Веном скидывает 6 и более ослаблений за один раз, то ему наносится прямой урон в размере 500% от показателя атаки вашего персонажа. Проще говоря, играя за большую часть персонажей, вам нельзя будет сбивать Венома с ног, иначе от прямого урона ваш персонаж откинется прямо очень быстро. Но тем не менее, Венома можно снять практически любым персонажем, если не сбивать его с ног, то есть играть без специальных атак и тяжелых ударов. А также Веному накрутили усилок, который уменьшает шанс срабатывания обнулений и запрещает каким-либо образом влиять на энергию Венома. То есть ни бессилие, ни сжигание, ни кража энергии на Венома не сработает. Ну, пора приступать к делу. Сначала мы рассмотрим, кем снимать Венома проще всего, если у вас имеется титул рыцаря. А затем обсудим, как получить дополнительные очки Лета Боли для тех, у кого есть титул Сокрушителя Престолов. Итак, начнем со счастливчика, он же лангшот, он же почему у него 4 пальца. Тактика боя очень простая. Для начала необходимо забыть про тяжелые удары. В этом бою их не применяем вообще. Далее копим 5 эффектов хорошей кармы и включаем храброе сердце. Необходимо, чтобы храброе сердце закончилось и на Веноме активировалось 5 эффектов плохой кармы. Далее снова копим 5 эффектов хорошей кармы, и тут самое главное – суметь применить вторую специальную атаку лангшота в блок Венома. Это позволит активировать печать судьбы, которую Веном не сможет сбросить, а каждый положительный эффект, обнуленный этой печатью, будет наносить Веному прямой урон. Если же вы выполните вторую специальную атаку не в блок Венома, то печать судьбы будет моментально сброшена и дамага нанесется значительно меньше, ну и лангшот получит прямой урон. А этого нам совсем не надо. К окончанию действия первой печати вы должны снять Веному в районе 50% здоровья, а затем просто повторяем эту комбинацию по новой и добиваем оставшееся здоровье Венома. Следующий бой для обладателей Женщины Халк, она же Фиона, она же какая-то зеленая бабища. Женщина Халк идеально подходит для этого боя сразу по нескольким причинам. Во-первых, ей не надо сбивать противника с ног, чтобы увеличивать свой дамаг. Я, конечно, выдам несколько специальных атак, просто чтобы набрать немного больше яростей, но когда здоровье опустится слишком низко, я начну вести бой без специальных атак. Второе. Коронная способность бабы Халк позволяет получать бонусы к урону за каждое усиление на противнике, если это чемпион класса Космос. А Веном, насколько нам известно, чемпион Космоса, и в этом бою он до самого конца боя будет набирать различные усиления. Поэтому дамаг бабы Халк даже без учета пассивных яростей будет увеличиваться до конца боя. Ну и третий, самый главный плюс – это пассивная насмешка, а точнее паника. Каждая ярость на бабе Халк пассивно увеличивает шанс применения противником специальной атаки, из-за чего Веном, как максимально послушный симбиот, выдает специальные атаки чуть ли не сразу по готовности, что нереально облегчает поединок. Плюс пассивные ярости Женщины Халк против чемпионов XL имеют увеличенные таймеры действий, а следовательно набрать и удерживать ярости против Венома вообще не сложно. В общем, все условия для Женщины Халк.
Следующий бой для обладателей утки Говарда, он же утка, он же Говард. Здесь тактика боя проще некуда. Парирование плюс тяжелый удар. Тяжелый удар стакает пробитие брони, который в сочетании с усилком Венома обнуляются и наносят Веному прямой урон, равный 500% от атаки утки Говарда. Причем чем больше ярости у Говарда, тем выше его атака, тем больше прямого урона по Веному. И казалось было, бой очень легкий, но вы можете столкнуться с багом, из-за которого утка Говард не будет активировать пробитие брони, а следовательно прямой урон при тяжелой атаке получит не Веном, а утка, и этот баг неизбежно нокаутирует вашего персонажа. Но и этот баг можно вылечить, если не включать автонажималку перед боем. Только не спрашивайте как, почему и за что, просто факт остается фактом. Такой баг есть и лечится он не включением автонажималки Говарда перед боем. Следующий бой для обладателей прокачанного Ронана с открытой коронной способностью. И здесь самый обычный бой без специальных атак. Долгий, нудный, утомляющий, но тем не менее эффективный. Все дело в том, что коронная способность Ронана позволяет увеличивать атаку за каждое усиление на противнике. А так как Веном будет активировать усиление до самого конца боя, то и атака Ронана будет увеличиваться до самого конца боя. В моем примере Ронан 5-звездный 3-го ранга и управился всего лишь за 242 удара. И напоследок пятый вариант – Sunspot. Sunspot показывает один из самых простых боев против Венома. Все дело в том, что каждый раз, когда Sunspot сбивает Венома с ног, Веном скидывает все испепеления Sunspot'а. При этом скинутые испепеления восстанавливают угольки Sunspot'а, что позволяет ему значительно дольше удерживать свой разгон урона. В начале боя я потерял около 70% здоровья из-за неаккуратных сбиваний Венома с ног. Но даже с таким количеством хп бой для Sunspot'а никак не опасен благодаря идеальному блоку. Поэтому дальше просто разгоняем Sunspot'а через первую специальную атаку, а затем бомбим второй специальной атакой. Далее, кем снимать Венома, чтобы получать бонусные очки, если у вас имеется титул Сокрушителя Престолов? Бонусные очки можно получить, если снять Венома чемпионами с тегом Симбиот, чемпионами с тегом Паучьей Вселенной и чемпионами класса Технология. И тут на самом деле никаких советов дать не могу, так как то, сможете вы забрать бонусные очки или нет, напрямую зависит от вашей усидчивости, упорности или упоротости. Каких-то изипизрических вариантов, кроме утки Говарда, как чемпиона технологии, тут вроде бы нет. Например, мне пришлось бить Венома за Альтрона. Снял я его в 2 захода, и не сказать, что это было как-то сложно, просто это было очень долго. И это, скорее всего, будет относиться к большинству вариантов получения бонусных очков. Что ж, а на этом видео заканчивается. Пишите в комментариях, кем вы снимали Венома. Не забывайте прожимать лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и пока-пока.